А вы знаете, что жизнь вообще-то это, наверное, самое большое чудо. Жизнь без еды невозможна. А без хорошей еды, как по мне, так скучна. Хорошая еда – это тоже чудо. И сегодня я расскажу вам об одном чудесном рецепте, в котором будет использоваться еще одно чудо. Чудо техники. Гриль Карл Вермер. Это утиная грудка. Замечательный, очень недооцененный продукт, который продается практически везде. Вот для того, чтобы получить из этой утиной грудки шедевр, ну такого вот прямо звездного уровня, надо взять вот так вот нож. Я прорезаю только жир, я не режу мясо, делаю вот такие надсечки. И так надо будет делать с каждой грудкой. Знаете для чего? Понимаете для чего, да? Сейчас на очень медленном нагреве. Вот этот жир я буду вытапливать и постараюсь сделать так, чтобы шкура на грудке превратилась в нечто хрустящее и очень красивое. Ведь еда должна выглядеть прекрасно. Чем чаще нарежете, тем вкуснее получится. Понимаете, жира больше вытопится, и этот жир не пропадет даром. А дальше все очень просто. Ну, здесь примерно 2 килограмма утиной грудки. Куски крупные, 2 чайные ложки соли, поэтому хватит. Если бы куски были мельчики, то, может быть, понадобилось бы 2,5. А еще необходимо поперчить. Но это еще не все. Самая удивительная часть этого маринада, извините меня, значит, кому это помешает, я использую вот эту жидкость исключительно в кулинарных целях, ни в каких других. Это хороший коньяк. Хороший коньяк. И можно, в принципе, взять еще и когор. Если у кого-то есть дома когор. Но вот брать плохой коньяк, ну такой вот, типа вот попробовали, не понравился, ладно, я его потом на что-нибудь пущу, на маринад какой-нибудь. Вы придадите вкус плохого коньяка и вот этой хорошей утки тоже. Сейчас вот это все надо тщательно перемешать, чтобы мякоть тоже просолилась, чтобы все искупалось в коньяке и чтобы утка напиталась коньяком. А у нас с вами есть пока что другая задача. Что будет дальше, знает практически каждый, кто хотя бы один раз в жизни листал мою книгу «Мангал». Утка и ананас – это идеальное сочетание. Но сегодня вышел смешной случай. Нет ананасов ни в «Магните», ни в «Пятерочке», ни в одной овощной лавке. Зато есть замечательные груши. Знаете, какие вкусные эти груши? Я обрезаю с них вот эти вот попки и каждую грушу ровно напополам. Сейчас она хрустящая, ничего страшного. Вот это, ребята, кокосовое молоко. Значит, ну не надо только меня спрашивать, где нам, бедным, купить кокосовое молоко. Я нахожусь в районном центре, Республика Татарстан. Зашел просто в сельпо, да, и купил кокосовое молоко. Кажется, оно вот так стояло, и вот здесь оно, все то, что сверху, это погуще. Значит, кокосовое молоко наливаем в формочку. Вот сюда, во вторую формочку, насыпаем сахар. Если у вас будет еще и бадьян, и гвоздика, размелите их мелко. А у меня не было, вот ничего страшного. Значит, есть корица, и этого достаточно. И есть черный перец. И теперь немного корицы. И теперь все это немножко перемешать. Смотрите, что я буду делать дальше. Я обмакиваю грушу. Так. И так в кокосовое молоко. И обмакиваю в корицу и сахар. И вот в таком виде прямо и пойдет на гриль. И так далее. Все следующие тоже.
Хорошо бы, чтобы утка полежала в таком маринаде, ну, хотя бы ночь. Да? Но если и не ночь, то ничего страшного. Достаточно 30 минут. Теперь я включаю нагрев. Вот здесь правая сторона гриля на максимальный нагрев, а левая сторона гриля на минимальнейший нагрев. На левой стороне гриля будет жариться утка. Она здесь будет лежать. Из нее понемножку, потихонечку будет вытапливаться вот этот восхитительный утиный жир, капать вниз, создавать аромат. Утка закоптится в собственном дыме. Понимаете, не в дыме от щепок, не в дыме там от чая, лаврового листа сгоревшего и еще чего-то, а будет дымить именно утиный жир. И вот эта шкура, кожа утиная, должна подсохнуть и стать хрустящей. Вот тогда это будет просто здорово. А на сильно разогретую сторону гриля я раскладываю грушу. Да, груше потребуется тепло как следует, чтобы она карамелизовалась, чтобы вот этот вот сахар растаял, и сироп, состоящий из кокосового молока, сахара, черного перца и корицы, превратился в такую корочку, как из слюды. Остатками кокосового молока и вот этой смеси специй можно смазывать те части груши, на которых специй и кокоса не очень много. Вот так вот, чтобы все получилось равномерно. Руки так и тянутся, чтобы прикрыть крышку гриля Карл Вермер. Но сейчас этого делать не надо. Все происходит как нельзя лучше. Одна половина очень горячая, а одна половина умеренно горячая. Удобно, очень удобно, что у гриля Карл Вермер есть вспомогательные столики. Вот этим маринадом можно смазать мясную часть утиных грудок. Ни в коем случае не шкуру. Нет, на шкуре уже все в порядке. Кстати, обратили внимание, что маринада осталось довольно немного. Дело в том, что утка впитала весь этот, извиняюсь за выражение, коньяк. Обратите внимание, что утиные грудки поджались. Понимаете, вот они сжимаются, ужимаются. И давайте посмотрим, что тут происходит. А вот, уже очень скоро кожица приобретет тот самый колер, который мне хочется получить в итоге. Но сама грудка при этом еще очень мягкая. Видите, значит, абсолютно сырая, понятно. Прекрасно. Переворачиваем груши. Груши здесь вот с этой стороны уже подсохли, а хорошо, у нас есть еще кокосовое молоко, разведенное со специями. Мы смажем еще разочек. Многие оценивают гриль, что вот по силе, как он жарит. Это все равно, что оценивать машину исключительно по тому, как быстро она умеет ездить. А тормоза на машине тоже очень важны. А управляемость машиной тоже очень важны. У гриля Карл Вермер отлично работают тормоза и, можно сказать, идеальная управляемость. Грушу еще раз смажем, потому что мы сейчас выходим уже на финал. Со второй стороны точно так же припечется, никуда она не денется. А вот это вот еще раз можно смазать, чтобы получше пропиталась. Вот удивительно. Ананас с кокосом, груша с кокосом, яблоко с кокосом. Женятся прекрасно. И корица ко всему этому отлично подходит. И сахар, разумеется. А как подходит к фруктам черный перец, вам еще только предстоит узнать. Пожалуйста, попробуйте приготовить так, как я вас учу. А мне сейчас осталось только накрыть крышкой. Буквально на 5-10 минут. Я хочу, чтобы вы обратили внимание еще раз, что грудки прямо на глазах уменьшаются в размерах, но это не просто уменьшение в размерах, они подтягиваются, становятся похожими на такие пирожочки. И самое важное, что у них получается очень-очень красивый цвет. Уже ровно такой, как надо. Вот теперь, после 15, может быть даже 20 минут пребывания стороной шкуры на гриле, мы переворачиваем на сторону мяса. 5 минут, и наши грудки будут готовы.
Обратите внимание, что цвет у них уже ровно такой, как надо. И вот-вот захрустит. Мясо здесь, ну вот видите, руками спокойно трогаю, но оно уже теплое. Оно имеет температуру градусов 40-45. А его надо нагреть всего лишь навсего до 60 градусов. Больше все. Эту грудку потом не прожуешь, она будет серая, безвкусная. Я не понимаю, зачем такое вообще есть. А вот груша, видите, да, но она так изрядно потемнела. Сейчас, конечно, желающие оплевать мою работу скажут, что груша вся сгорела. Но те, кто понимают немного в кулинарии, хоть иногда готовят что-то вкусное, знают, что фрукты именно в таком состоянии приобретают свой максимальный вкус. Идеально работает гриль Карл Вельмер. Идеально. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalih.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем, и при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, вот посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка Stalih Видеобук никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк от 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Stalih Видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Stalih Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные. Вы получите и будете очень рады. Итак, по Сбер спасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. Вот пролежало так вот мясной стороной буквально 5 минут, и потрогайте. Видите, уже стало упругое. Это все. Это значит, что все готово. Но начну я снимать, пожалуй, что с груши, с фруктов. Да? У меня есть большое блюдо. И этими грушами обложим его со всех сторон. Блюдо подогретое.
натуральная, абсолютно зеленая энергия подогрела блюдо. Солнышко, на солнышке стояло блюдо и подогрето. И так и надо, потому что это такая еда, которую, вот, ну, которую съесть сразу, как-то вот мгновенно, ну, немножко неправильно. Такой едой надо наслаждаться, отрезать по тоненькому кусочку и не спеша, потягивая что-нибудь прохладненькое, например, безалкогольный коктейль, а не то, что вы подумали. Наслаждаться теми радостями, которые дарит гриль Вермер. Дети, уточка готова. Гриль Карл Вермер приготовил целый обед на даче. Смотри, как они столик умеет. Уточка внутри должна быть розовая. Видишь, какая сочная. Руки мыл? Да. Хорошо, отлично. Давай. А это вот груша на закуску. Что первое хочешь попробовать, уточку или грушу? Попробуй. Мне интересно. Машенька пришла. Маша, иди сюда. Машенька. Ну-ка. Бери прям пальчиками, ничего, разрешается. У дяди Сталика можно брать прям пальчиками. Все, еда у дяди Сталика такая вкусная, что ее прям пальчиками можно брать и кушать. Угу. Наша съемочная группа находится в гостях вот у этой семьи, близ Казани. Надежда, Егор, Машенька, две девочки стесняются. Машенька, бери еще. Отрезать еще? А? Тогда вот этот. Надежда. Значит, вы не расстраиваетесь, что вот этот гриль Карл Вермер скоро увезут. Скоро увезут. Да? Очень скоро, в начале июля, поступает новая партия. Да? Можно будет купить через Озон, а можно будет купить напрямую у ребят без всякого Озона. Я дам адрес. Будете смотреть этот ролик? Будете смотреть? Там внизу будет ссылка, где купить гриль Карл Вермер. Более чем доступный по цене, идеальный по качеству и по своим способностям. Все, за ваше здоровье. Приятного аппетита. Пока. Пока.